Добрый день, добро пожаловать на мой канал. Мы с вами начинаем первый летний влог. По этому поводу мы решили с Катюхой рано-рано утром в субботу пойти в парк, пока еще никого нет. Взяли тут целый пакетик разных вещей, еды для пикника, мяч. Вот, и приглашаем вас встретить лето вместе с нами. На днях прикупила в Ашане этот синий мяч. Он стоил всего 39 рублей и оказался очень удачным, мягким и прыгучим. Это мой. Говорит крё-крё-крё. Они говорят кря-кря-кря. Так, у нас беда. Так, летнее приключение. Только я вам расхвалила наш мяч, и он покатился в воду. Видимо, сейчас первым делом мы поедем в магазин покупать новый мяч. В общем, у нас привал. Сок газированный. У Катюхи йогурт, булочка, пикник. Ждем, когда наш мячик куда-нибудь прибьет. Кто мячик спас? Мама. Ну все, у нас счастливое спасение. Мячик есть, теперь мы будем пикник делать полноценный, без расстройств. Кстати, хотела вам показать свою новую сумку. Купила на Wildberries, как раз для того, чтобы сюда можно было запихать всю одежду, всякие эти вот штуки, как они называются, и еду. Катюха получила от бабушки и дедушки из Архангельской области посылку на днях. И в этой посылке бабушка положила, здесь было 2 варенья и 2 мармелада бренда, который звучит так: «Сладкое белое море». Я про него еще не слышала, но я вам уже говорила, что мне очень нравится находить российские бренды, интересные какие-то, нишевые, местные. Не питерские, не московские, а вот какие-то такие интересные. Эти ребята делают мармелад и варенье из северных ягод: морожка, голубика и брусника. Хочу показать вам, потому что они продаются на Озоне и на Wildberries, в некоторых магазинах, в частности в Москве. Вот это у меня варенье из морожки, еще у меня есть варенье из голубики. Сейчас мы с вами его попробуем и потом посмотрим на мармелад. Специально для этого варенья я решила приготовить язычки слоеного теста без дрожжевого. В последнее время что-то я на него подсела. Это оказалось очень просто, быстро и к чаю самое то. Вот. А что касается варенья, я его, конечно же, заранее попробовала. И вы знаете, по вкусу это нечто среднее между черной смородиной, черникой и такой темной ягодой, которая растет на кустах. Вроде бы она называется жимолость, если я не ошибаюсь, но она вроде тоже съедобная. Вкуса голубики как такового я не почувствовала, но в составе была указана только голубика и сахар. И вот интересно, что само по себе варенье, оно по вкусу очень насыщенное, в нем нотки все читаются, но при этом голубика как ягода, она довольно безвкусная и пресная, на мой взгляд. Вот у меня ребенок, например, очень любит голубику есть саму по себе, но варенье из голубики она, ну не то чтобы есть не стала, но не ест его с той же охотой, что, например, клубничное варенье. Вот мармелад. Давайте сразу пробовать на ребенке. Держи. Как у бабушки с дедушкой был мармелад. Помнишь, как у бабушки с дедушкой сердечки? Вкусно? Да. Будешь такой есть? Да, за столом. Иди. Сейчас. Кстати, еще бабушка положила нам в посылке вот эту вот книжку от издательства «Клевер», называется «Волшебные слова», а серия «Детский этикет в сказках», то есть у них в этой серии несколько книг. Чем хороша книжка? Маленький формат, яркие картинки,
И здесь, по сути, 3 небольших рассказа, которые в такой вот литературной форме знакомят ребенка с основными понятиями. Это во всех книжках этой серии так устроено. Вот. И у нас на самом деле довольно долго с Катюхой была проблема по поводу вот этих вот волшебных слов: пожалуйста, спасибо, здравствуйте, до свидания и извините. Я никак ей не могла объяснить, что эти слова нужны. И вот через книжку она, конечно, сразу въехала, и, в общем, теперь у нас нет никаких проблем с этим. Девочки, у меня 2 часа свободы в воскресенье вечером. Иду в Леруа Мерлен. Мне нужно срочно купить шторы на кухню, столовую, потому что у нас там так шпарит солнце, что просто невозможно сидеть. А мы как раз в это время с дочкой или на выходных там с мужем, например, обедаем. Вот, и появились там драцены, надо срочно купить драцену. Зашла еще в Ашан, ну, знаете, на самом деле просто так поглазеть, что там есть, и совершенно внезапно для себя обнаружила вот эту летнюю коллекцию их посуды. Она довольно симпатичная, очень милая, очень мне понравилась, я даже решила вам ее заснять. Если бы у меня была дача, я бы, конечно, что-нибудь бы подобное себе прикупила. Или, может быть, бы купила домой вот такую яркую чашку с арбузами, но там вот эта керамика, она, знаете, такая, как будто бы костяной фарфор, немножечко в серое отдает, то есть она не белая. Ну вот, может быть, вам что-то понравится, и вы решите себе прикупить. Есть кое-какой выбор пластиковой посуды, и вот эти стаканы мне очень понравились. По объему они маленькие, но прошло вот уже несколько дней, и они у меня что-то из головы не выходят. Я все время думаю о том, что мне срочно нужна дача, чтобы завалить ее вот такой вот летней атмосферной посудой. И, кстати, кое-что там есть и для детей. Я даже вот думала, может быть, Катюхе взять такой стаканчик, но пока отложила, еще подумаю. Непрактично это. У меня тут муж, посмотрите, прикупил вот такое богатство, целых 4 пакета овощей, фруктов и зелени. Еще у меня тут хлеб печется, я немножко делала, что-то сегодня я прям по тесту хорошо отрываюсь, дрожжевое у меня. И вот здесь еще сделала хачапури, ну, типа по-аджарски, ну, там, знаете, домашний сыр, домашний творог, в общем, все такое. Я специально выбрала такое время, когда на кухне светло, тепло, свежо, чтобы насладиться моментом, поймать вот кайф от этих ярких красок. Мне действительно очень нравится сразу разобрать все свежие фрукты. Я люблю сразу порезать зелень в контейнеры, чтобы потом этим уже не заниматься. Я люблю приготовить сразу фруктово-ягодную тарелку. Мне нравится вот так вот все выложить на столешницу и любоваться, во-первых, проделанной работы, конечно же, ну и, во-вторых, обилием красок, потому что, ну, зимой такое просто невозможно. Зимой не просто другие цены, хотя я хочу сказать, что в Москве у нас цены, как мне кажется, ну, вообще не маленькие, то есть что летом, что зимой примерно одно и то же, но единственное, что зимой нет. У нас хороших помидоров, нет ягод и так далее. А сейчас мы закупаемся на нашем рыночке выходного дня, он работает только в субботу и воскресенье. И вы знаете, в этом есть какой-то определенный шарм недоступности. То есть это не какая-нибудь там пятерочка, в которую ты взял, пошел и купил все, что тебе нужно. Нет, тебе нужно дождаться выходной, распределить продукты так, чтобы хватило. Но мне действительно это очень нравится. И получается, что это такая маленькая летняя традиция, которая, с одной стороны, ни к чему тебя не обязывает, а с другой стороны, приносит вот какой-то уют в повседневность.
этом видео хочу с вами еще поделиться небольшими обновлениями в нашей столовой. У нас столовая в последние дни превратилась в какой-то склад вещей, горшков и непонятно чего. Мне здесь что нужно сделать? Первое, мне просто элементарно нужно навести здесь порядок. Второе, я хочу помыть окно. Третье, мне нужно поменять вот эти вот шторы и, к сожалению, убрать электрическую гирлянду и вот этот вот цветок, потому что они будут нам мешать шторы задергивать. А дело в том, что здесь очень яркое солнце во второй половине дня, и как раз нужно закрыться от света. Вот, сейчас хочу пересадить наших новых ребяточек в новые горшки. И для Замиокулькаса Женя, я купила вот такой вот горшок, такой керамический, глазурованный. Мне кажется, что будет ничего, так сейчас посмотрим. Вот, так что начну с цветов. Я сказала, да, что хочу окно помыть. В общем, начну с цветов, а там дальше буду по факту с вами делиться результатом. Я, как и говорила, мы теперь довольно часто каждый день открываем окно, и видите, подоконник пустой. Собственно, отсюда мне нужно убрать весь мой огород. Вот это вот все мне нужно обязательно помыть, привести в порядок. К сожалению, это неизбежно. Вот эти вот рамы, эти окна, ну как бы, а что здесь сделать? Ничего, я думаю, не сделать, просто только мыть постоянно и все, ну, значит так. Но, тем не менее, это окно, оно такое атмосферное, знаете, мне кажется, как будто бы я где-то в деревне нахожусь. А еще, кстати, здесь в этой квартире есть вот такие вот экраны, которые батареи закрывают. Я пока его не убирала, потому что, видите, там надо прямо тщательно все мыть, красить, убирать. Ну, просто, ну, не хватило еще времени. Вот, так что да, и вот этот, собственно, огород, он переедет у меня в гостиную. Ладно, все, хватит болтать, приступаем. Пересадила все свои растения, они у меня все в керамических глиняных горшках, и получилось, знаете, такое патио, да, итальянское. Думала про белые горшки или про серые горшки, были они в Леруа Мерлен, но, честно говоря, что-то поднадоели мне все сплошные эти белые горшки. Вот, я подумала, что с этим полом будут хорошо и такие сочетаться, потому что нужно какое-то единообразие, какой-то общий знаменатель, мне кажется, чтобы все это хорошо сочеталось друг с другом. А теперь моя задача привести в порядок стол дочки, кухню дочки. Видите, у нее полный минимализм, она все убирает в шкафчике. Надо тут все помыть, почистить, и тогда в этом уголке будет красота. Все, здесь чистота и красота. Переходим к окну. Решила, что гораздо правильнее сначала вынести все лишнее из кухни, чтобы не мешалось здесь мне со стремянкой и так далее. Выношу все горшки. Здесь останется только Замиокулькас и вот этот вот мой фиолетовый цветок. Убираю всякие декоры и убираю вот эту вот лампу. Это мой новый проект для спальни. Покажу вам в следующем видео. Окно помыла, что успела, вообще не идеально. Опять у меня вот эти, видите, наверху серые полоски, до которых я не могу дотянуться. Остались разводы и так далее. Могло бы быть сильно-сильно лучше, но, честно говоря, я очень сильно тороплюсь. Мне сейчас проснется Катюха, и мне еще нужно успеть шторки посмотреть, повесить. И я бы еще хотела чайку, конечно, попить перед тем, как она проснется. Вешать шторы буду вот такие вот льняные, они в целом прозрачные, что мне и нужно сюда на кухню, но будут чуть-чуть затенять окно, и вот все повешены такие бронзовые кольца, белых не было в Леруа. В общем, стало совсем мне грустно без гирлянды, но я не могу без нее вечером жить. Вот, и я решила найти какую-нибудь дырку и вкрутить туда вот этот вот, видите,
гвоздик с полукольцом, в общем. Шуруп полукольцом вроде как называется. И пока просто закинула туда гирлянду. Ну, а там уже посмотрю, что будем делать дальше. Вот что происходит у нас во второй половине дня. Видите, я сижу за столом, и солнце в какой-то момент, оно просто начинает выжигать глаза. Поэтому прямо сейчас я вам, кстати, покажу конечный результат с моими шторами. В итоге мы докупили еще колец. С Катюхой сегодня съездили в Леруа. Получилось на одну штору в 2 метра 20 колец. То есть всего здесь 40 колец. И по длине страшно повезло, все в порядке, идеально они легли на пол. Ничего мне подшивать не пришлось. Я, конечно, этому рада, потому что я та еще криворучка. Вот, ну и, собственно, сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Вы видели, как было солнце. И, собственно, вот так вот сразу становится как будто бы немножечко прохладнее, немножечко уютнее, что ли. Можно задернуть эту штору, тогда поплотнее будут складки, но мне там нужно еще моим любимым скотчем немножечко обмотать, чтобы кольца легче заходили на эту часть. Вот. А вообще хотела сказать, что мне немножечко жаль, что бронзовых колец на карнизе не видно сейчас, но с ними смотрится как-то вот очень прям хорошо. Мне понравилось, это гораздо лучше, чем просто белые кольца на белом карнизе. Так есть какая-то, знаете, изюминка, которая приковывает глаз, и да, вот выглядит это именно как изюминка. Ну вот такая вот у меня получается летняя кухня, подъеденная мною черешня. Вот. Делюсь результатом. Работой своей я, как ни странно, довольна.